Увлечение на грани конфликта с законом завел себе житель Нижнего Новгорода. Он собирает инструкции по безопасности, которые лежат в кармане перед каждым креслом в самолете. И это несмотря на то, что стюардессы всякий раз напоминают: карточка – собственность авиакомпании. Юрий Чухин спросил коллекционера, зачем ему это нужно. Здравствуйте, меня зовут Гриша, и я собираю инструкции по безопасности от самолетов. Наверное, каждый, кто летал, по крайней мере с любопытством разглядывал эти ламинированные карточки с правилами, что и как делать в случае воздушного ЧП. Но Григорий Матасов простой интерес превратил в целое исследование. В одном из городских кафе сегодня он представляет свою коллекцию. Здесь памятки от 125 авиакомпаний из 50 стран мира, собранные молодым менеджером из Нижнего Новгорода за 6 лет перелетов по долгу службы. С видеопроектора выводятся слайды наиболее ярких образцов творчества дизайнеров от авиабезопасности. Матасов уверен, все инструкции отражают характер и менталитет страны. Немецкие авиалинии педантично рассказывают, как расслабиться пассажиру во время полета. В такие моменты рекомендовано расслабиться и мысленно нарисовать мелом очертания большого мяча. А вот такой винегрет из схем, фотографий и рисунков уже из Испании. И весь этот замес из разнородных элементов вполне соотносится с испанским менталитетом, с испанской культурой, которая сама харизматичная, сумбурная, но довольно выразительная. Памятка от российского авиаперевозчика с туристического рейса Анталия-Москва, люди на котором возвращались с отдыха по системе «Все включено». Давайте взглянем на типичную российскую инструкцию. У всех пассажиров на инструкции нарисованы фиолетовые лица. И что я вам скажу? И когда я летел, там действительно у всех пассажиров были фиолетовые лица. Карточки из Италии в стиле футуризма, почти искусство. Во многих инструкциях, как считает коллекционер, можно увидеть сходство с картинами художников. К примеру, вот эти веселые стюардессы в спасательных жилетах очень похожи на авиньонских девиц работы Пабло Пикассо. А вот к главному предназначению памяток, правилам, как себя вести в случае авиационного происшествия, Григорий относится с иронией. А если самолет падает, то, наверное, инструкция – это последняя вещь, которая мне поможет. В этой ситуации надо надеяться только на мастерство пилотов и на счастливый случай, но никак не на эту картонную бумажку. Впрочем, собравшиеся на презентацию зрители с такой точкой зрения не согласились. Людям надо знать, какими выходами пользоваться, на какие стрелочки смотреть, знать, откуда взять эту маску, одеть сначала на себя или сначала на ребенка. Ну, какие-то вещи. Все-таки это действительно опыт. Следование правилам инструкции по безопасности действительно может спасти жизнь. Любопытный эксперимент провели в Америке. Там в пустыне специально жестко посадили самолет. Пассажиров изображали манекены. Те, чьи туловища были наклонены вперед, головы упирались в спинки впереди стоящих кресел, а их сверху закрывали руки, при испытаниях серьезно не пострадали. Ну а соседи, что пренебрегли правилами безопасности, как говорят в таких случаях, получили травмы, несовместимые с жизнью. Между тем, как признается коллекционер, сам он страдает страшной аэрофобией. И находя все эти несоответствия в инструкциях и просто смешные места, я в первую очередь смеюсь не над инструкциями, а над своей аэрофобией. Как уверяет Григорий, все собранные им памятки он уносит с лайнеров с любезного разрешения бортпроводниц. Сейчас их коллекция уже 286, и каждая новая инструкция как маленькая победа над собственным страхом. Юрий Чухин, Владимир Бессарабов, Первый канал, Нижний Новгород.